Друзья мои, привет! Привет, мои сопрогульники! Как вы можете видеть, у меня за спиной церковь святой великомученицы Екатерины. А это значит, что мы на Васильевском острове. Первая линия, с противоположной стороны дороги Кадетская линия. И сегодня я хочу прогуляться по таким, не знаю, обозвать это типичным, но или классическими. Я не могу, я не знаю, как их назвать. Но, как известно, Петербург славится дворами-колодцами и проходными дворами. Соответственно, сегодня будет этим видео начата серия роликов, не знаю, как получится, через проходные дворы Васильевского острова. Я для себя устрою такой небольшой челлендж пройти через дворы, не выходя на Большой, Средний и Малый проспекты. Как известно, Петр, планируя Васильевский остров, предполагал, что здесь будут вместо линий каналы. Это по типу Венеции, да? Соответственно, уже после смерти Петра каналы были засыпаны в большей мере по причине того, что спроектированы они были узковато, вода в них застаивалась, вплоть, ну и плюсом к этому всему в каналы выливали и помои, и все, как бы. Сегодня не про это, сегодня минимум истории, и будет мной исполнен фокус. Пройди от первой линии до 24-й. Сейчас мы пойдем, в той стороне у нас Средний проспект, а в противоположной стороне у нас Большой проспект Васильевского острова. И первый маршрут в сторону 24-й линии будет начат здесь, от дома номер 36 на первой линии. Собственно, чего говорить, давайте пойдем сразу, то я что-то долго в одном месте записываю старт, поэтому ныряем в первую арку, оформленную деревянными такими дверьми-воротами. По пути, возможно, будут встречаться какие-то интересные объекты, граффити, памятники, музеи. Если буду видеть, буду приворачивать. Есть несколько, скажем так, альтернативных маршрутов через дворы. То есть мы сейчас идем по одному. И если все у нас удачно сложится, в обратную сторону пойдем другим путем, другим маршрутом. Так, здесь мы выходим на самую узкую улицу Санкт-Петербурга, улица Репина. Здесь до сих пор еще осталась брусчатка. Местами дворы, как вы видите, здесь достаточно зеленые. Местами дворы будут классическими дворами-колодцами. Типичные в старом фонде лифты снаружи зданий, уже осовремененные. Сами линии, конечно же, мы будем перебегать вплавь, в кавычках. Так, пересекаем вторую, третью линии. Здесь, как мы видим, стоят фургончики, пока что еще технические. В этом доме, через который мы сейчас пойдем дальше, собираются снимать кино. А тут ребята световое оборудование выставляют. Будут имитировать солнечный день в окнах.
Иногда не стоит пугаться закрытых ворот. Калитки в таких воротах открыты. Но опять же, открыты почему? Потому что, ну, все-таки коренным жителям Петербурга, если надо как-то быстренько проскочить с одной линии на другую, бежать в обход, да, там через Большой, Малый, Средние проспекты, делать круг не совсем с руки или с ноги. Я, конечно, понимаю, что для дикой собаки 5 верст не крюк, но, видимо, когда это делаешь каждый день, это начинает напрягать. Поэтому вот такие проходы, конечно, еще существуют. Они не заколочены, не закрыты, не заварены. Но будем, конечно же, посмотреть, что нас ждет впереди. Детские площадки во дворах. Есть тут арки и проходы, как вот за этой белой машиной. Например, она закрыта там только по этому магнитному ключу. Здесь вроде как тоже. Здесь тоже домофон, тоже ключ. Не зайдешь. А вот через которую мы проникли, там, по-моему, это 3-я линия, дом 20. Вроде мы через него зашли. Не совсем по таким, знаете, тривиальным я вас сейчас маршрутам поведу. И порой будет казаться, что там тупик, но нет. Мы будем выруливать и выскакивать на нужные маршруты. Ох, смотрите, какие здесь капители. Прям внутри двора. Смотрите, не на парадную часть дома они выведены, да, выстроены, поддерживающие этот эркер. И название, видимо, гостиницы Капитель. Ну ладно. Ой, тут-то потолок. Оцените. Богатый дом, богатый был. Так, мы на 4-й и 5-х линиях. Сюда во двор уже не пойдем, потому что здесь есть пустота в виде отсутствующего дома. Видимо, в Великую Отечественную войну дом был подвергнут бомбежке и разрушен. По пути есть фонтанчик на 5-й линии. С ловчонками. И отлично оформлен торец дома. Ну ладно. Мы на месте не стоим. Продолжаем движение. Было у меня видео, как правильно гулять по Среднему проспекту. Я, по-моему, в этой части прогуливался, но мы сейчас не туда пойдем, а в неожиданном направлении. Казалось бы, опять тупик, но нет. Можно и дальше пройти и выскочить на 6-ю линию, но мы здесь пойдем. Здесь выскочим. 6-я, 7-я линии между Большим и Средним проспектами — это та самая пешеходная часть, пешеходная улица. На ней метро Василия Островская.
целом идем пока неплохо. Сейчас покажу, сообщу прискорбный факт. К нему самому не подойдем. Хотя нет, а что, давайте подойдем. Хотя ветер, извиняюсь. Показать надо хотя бы для истории. Ибо на эту историю у нас забирают. Вычеркивают. У метро Василеостровская долгое время стоял памятник конке. Сначала сам вагончик, после к вагончику присовокупили 2 бронзовые лошади, но еще опосля извозчика, ну, наверное, извозчик правильно сказать, который этих лошадей держит под узцы. Ну и, собственно, памятник жил, в нем было кафе, в нем было можно подняться наверх, ровно точно так же, как когда-то пассажиры на конке поднимались. Ну и все. Кафе прекратило свое существование, и в скором времени памятник отсюда пропадет. Все. Но мы возвращаемся. Да, вот это метро Василеостровская, если кто-то еще не в курсе. Или со мной первый раз. Если только вы зашли на это видео на мой канал, то, конечно же, подпишитесь. Здесь очень бывает интересно. Ладно, Жень, как успехи-то вообще? Говорюсь про вот этот свой челлендж, то задание, которое я сам себе придумал. Если по какой-то причине все-таки не будет возможным пройти через дворы, там по причине того, что ворота закрыты или еще что-то, ну тогда уж придется выруливать на большой или средний проспект, ну дабы просто время не терять. Так-то можно было бы и постоять, покараулить какого-нибудь местного жителя, который будет входить, и с ним шмыгнуть, но... Ну, может, так и сделаю, не знаю. Я просто так оговариваюсь на всякий случай. И сразу приношу извинения перед всеми теми, у кого случается нервный припадок или инфаркт, когда слышит неправильное ударение в моей речи. Да-да, я специально, чтобы это позлить вас. Так, здесь на 7-й линии памятник Василию. По одной из городских легенд, Васильевский остров называется так, как здесь был бастион, да, или как правильно? Бомбардир Василий Кормчий тут у нас сидит. Ну, якобы Петр, когда писал письмо ему, якобы подписывал, что Василию на остров. Но, по-моему, это все выдумки. Вот как сейчас, да, пикает дверь. Ну, можно было бы ворваться, пока еще магнит не включился. Но нет, мы таким пока что заниматься не будем. В крайнем случае только.
Так, проходим уже второй фонтан. В этом фонтане, конечно же, преимущественно купаются птицы, воробьи с голубями. Для них тут все условия созданы. Но иногда, видимо, и местные сумасшедшие. Уже немножко там виднеется Андреевский собор. За ним будет через дорогу, через Большой проспект Андреевский рынок и Василеостровский рынок. Так, а нам надо как раз в эти ворота, и они должны быть открыты. Так точно. О, тут Змей Горыныч живет. Поставили его, по-моему, еще чуть ли не в 80-х годах. Такого чудного. Так, мы можем из этого двора выскочить, возможно, через эти ворота. Как раз сейчас там будет машина заезжать. Но нет, мы в другую арку. Так, здесь нам уже линии перебежать не удастся, ибо это достаточно широкая автомобильная магистраль с автобусами, поэтому пойдем по зебре. Это мы подошли прямо уже вплотную к Большому проспекту. Так, я сейчас подумаю, как нам все-таки пройтись по Большому или попробовать шмыгнуть в арку. Пойдем сначала арку поищем. Как звучит, да? Пойти по Большому. У кого какие ассоциации вызывает. Ну, выходить на Большой сам не буду. Так, выглянем. Чисто формально. Так, подсниму на углу памятную плиту. Что это за дом у нас? Сумраков Александр Петрович, писатель, поэт, драматург. Хорошо. Наверное, ему здесь жилось хорошо. Здесь проверим. Нет, тут закрыто. Следующий.
Наверное, дойдем до 20-го дома. Там должна быть арка. Ну-ка. Оба. Что-то я вот не уверен. Не уверен, не берись, но я не уверен, но я попробую. Так. Тут я, конечно, не то чтобы оплошность совершил, но в какие-то дворы, все-таки как вот этот, ворота были закрыты, но из них можно выйти, потому что внутри двора есть кнопка. А зайти, не зная пароль или магнитного ключа, нельзя. Поэтому вот в обратную сторону, если бы мы шли, я бы спокойно здесь прошел и никого не ждал. Такие забавные контрфорсы и какие-то, не знаю, возможно, печные, может быть. Нет, наверное, все-таки это контрфорсы. Укрепление, усиление стены. Бывает, с одной стороны, с одной линии ты спокойно во двор можешь войти, а уже выходить надо через такие закрытые ворота. Поэтому вот эта часть маршрута, конечно, в обратную сторону. Выход от себя, гласит вывеска. Вот здесь. О, точно. От себя же, а я тяну. Вот, и здесь спокойно дверь не закрыта. Так что это для обратного маршрута маневр. Так, а нам нужен дом 18. Это чуть левее получается. Часть линий автомобильного движения, она односторонняя, то есть они как бы чередуются то влево, то вправо, то в обеи стороны. Так, я уже счет потерял, ребят. Друзья, ребят, как будто это с малышами разговариваю, да? Конечно, замечательные особняки встречаются, разной архитектурной, господи, разного времени, разной архитектуры, разных зодчих. Так, это мы сейчас прошли 10-ю, 11-ю линию и выходим к 12-й. Замечательно. Пока идем неплохо. Была заминка на прошлом дворе. Там, если без заминок, то надо было бы все-таки выскакивать. Так, мы здесь вот лучше. Что-то я думал, налево или направо. Мы направо пойдем. Выскакивать на Большой проспект, но нет. Вот опять же момент, когда кажется, что тупик, но тут арочка. Хоп. Эй, ла-ла-лей. Отлично.
такие вот закуточки. Видимо, здесь лестница. Но у кого-то, у людей окна в стену всю жизнь. Неплохо. Так, видимо, здесь двор с бомбоубежищем, о чем нам свидетельствует данная вентиляционная труба. Ну и дворик. Так, а здесь Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы. Внезапно. Институт иностранных языков. Хорошо, идем. Хорошо. Так. Ох. Как вам эркер? Как вам окошки? Как вам улочка в целом? Здесь нам пока везет, и мы сразу же попадаем. Вот видите, здесь одностороннее движение. На противоположной улице было налево ехали. Здесь по ходу нашего движения все направо. Нам в следующую арку, где детская библиотека, надо попасть. 13-я линия, дом 20. О, какой белый пес. Вот это класс, конечно, когда вот такие парадные. Ну, как бы, не знаю, у меня, как по мне, в греческом стиле, как будто это храм Аполлона. А? Как вам с такими? Возможно, здесь были фонари, может быть и нет. Давайте загульнем, а заодно и в парадную посмотрим, как оно вживе. Какая здесь планировка. Какие здесь лестницы. Ну, как правило, дома строились основными фасадами, да, на улицу, если выходит, то во дворе еще строился один флигель. И флигель вот соединялся, мог соединяться такими коридорами. Слушайте, здесь парадная так. Не то чтобы ахти, с лифтом, наверное, максимум на 2 человека. Но и до самого верха подниматься не буду, ибо лестница не парадная, а, скажем так, уже второго, ну, не сорта, но второго порядка. Поэтому и двери здесь попроще, и лепнины нет, и витражей. Ну ладно. В другой раз повезет. Может быть, в какой-нибудь из разов из моих попыток ворваться на черную лестницу увенчается успехом выйти на крышу. Да-да. Как правило. Так, здесь у нас опять же выбор налево или направо. Но, скорее всего, пойдем прямо. Там скорее всего был выход на Большой проспект. Ох ты, бог ты.
14-я линия. Так, здесь мы должны выйти. Да, 14-я линия, дом 23. И нам надо ворваться на 15-й линии в арку дома номер 14. Вот здесь тоже арки открыты. Так, здесь 14-я, 15-я линии, двухстороннее движение. Какой Dodge Ram громадный. Кстати, не на всех домах что-то я вижу, что номера домов есть. Но здесь вот дом номер 14, нам сюда. Ура! Так, сделаю взгляд назад. Классический представитель модерна. Ладно, опять же, видим модерн, понимаем, что это застройка начала 20 века. Там совсем конец 19-го. Преимущественно это первое десятилетие, там, первое 15-летие 20 века. Так, там ребята трубы меняют, видимо, в подвале. Гремят. Так, интересно, что здесь? А здесь просто детская площадка. И по сути ничего более интересного. Если только вот классическая стена Брентмауэр с прорубленными, хотя не прорублены-то они, слушайте, здесь видно над окошками кладку кирпича. То есть они, в принципе, окна изначально тут так и были. Что за дом? Кто знает, пишите. Здесь табличка Министерства финансов. Налоговая. Номер 16. Хорошо. Пламенный привет налоговикам. Если вы меня смотрите, дайте знать. Так, здесь у нас уже, смотрите, начинаются и, обозвать это современной застройкой, наверное, будет правильно. Застройкой советского периода. О, здесь 16-я, 17-я линия встречает нас с таким бульваром. Да? Бульвар ведь у нас так выглядит. Но старый фонд еще не заканчивается. Мне кажется, где-то старый фонд будет уже совсем закончен на 20-й линии. Но мы помним, у нас цель дойти до 24-й. Потому что далее там сад Василя Островец. И я надеюсь, правильное ударение говорю. Так, здесь нам. Давайте правее возьмем. Хоп. Опять же, вот есть сам дом, да, вы уже понимаете, наверное, который на улицу выходит. А внутри, на земельном участке, строится еще один флигель. О, смотрите. Не знаю, насколько вам понятно, это такой двор-колодец с минимумом места. Чисто такой световой
Световой колодец, господи. Все правильно. Так. Оглянись назад. Ну и небо, глоток. У кого-то такие вот двери в квартиру. Возможно, это бывшие дворницкие, но ныне... Так, как нам быть здесь? Я уж потерялся. Мы на 18-й линии вышли из двора и пойдем вот там между домами. Шмыгнем. Так, здесь опять у нас одностороннее движение. Смотрим по сторонам и аккуратны. Так, нам вот сюда. Заметил я там просто часовенку, но сегодня туда не приворачиваю. Это будет в другой раз. Там вот я вижу уже над домом стройку. Эх, тут уже плохо видно. Уже начинаются новоделы, прям такие, что ни на есть, свежайшие. Я уже начинаю переживать. Ох, задувает. Вот про этот дом я говорил, уже прям такой новострой происходит. Видимо, детский садик. Советская строечка. Архитектура меняется. Конечно же. Ну, смотрите, до 20-й линии мы благополучно дошли. Фух. Не засек, сколько у нас времени на это ушло, но нам чуть-чуть. До 24-й. Так, нам надо на 21-й линии дом 16 высмотреть. Ну, это вот уже вот эти желтенькие дома советской постройки. Так, судя по тому, как выстроены машины, в каком направлении, здесь тоже одностороннее движение.
повернем на тропинку, дорожку. Все-таки в обратную сторону я пройду, разделю видео на 2, чтобы не затягивать, как минимум. Ну и чтобы была какая-то смысловая нагрузка. Хотя какая сейчас, я пока сам не придумал, уж извините, на ходу. Приходится смотреть и под ноги, и по сторонам. Еще и высматривать проходы между домами. Так, у нас это 22-я, 23-я линии. Чуть-чуть. Нам еще махнуть через один двор. И цель выполнена. Ну, думаю, это уже сталинская история. Я про дом, а не промахнуть. Ну и нас встречает, зеленеет между домами сад Василий Островец. За ним ДК имени Кирова. Рядом с ним уже будет музей современного искусства Эр-Арта. Соответственно, почему бы не совместить эти два, ну не маршрута, а две цели. Пройтись по дворам и сходить в Эр-Арту. Ну или же в обратном порядке. Сходить в Эр-Арту, а потом через проходные дворы выйти к станции метро Василия Островская. Все, мы на 24-й линии. Скажем так, челлендж выполнен. Поможет мне в воскресенье спереди. Мы в саду Василия Островцы. Поэтому ставлю запятую. Не прощаюсь. Пойду немножко другим маршрутом в обратную сторону, опять же через дворы, опять же не выходя на большие и на средние проспекты, двигаюсь строго через дворы и линии. Поэтому спасибо, что были со мной. Дальше будет интересно. Подписываемся, ставим лайки, там вот это вот все, что на YouTube надо делать, пожалуйста, делайте. Поэтому давайте. До скорых встреч. Вон там Эр-Арта.